Майский дождь. Глава 8. Настоящая любовь бывает только раз в жизни, и это чувство надо беречь. «Ты уже проснулась?» Мэри взлетела в комнату Лианы. Девушка поправляла постель, она рада была подруге и нежно ей улыбнулась. «Посмотри, какой хороший день! Нам непременно нужно прогуляться. Давай поедем верхом, ведь мы уже давно не гуляли вместе». Не заметив подвоха и озабоченного вида подруги, девушка сразу же согласилась. И вправду, последнее время они очень мало общались. Ляна ровно восседала на гнедой кобыле, показывая великолепное мастерство. Но Мэри была уже не рада, ведь ее никогда не прельщала конная прогулка. Она с трудом удерживала в седле и поспевала за Ляной. Они решили доехать до церкви и помолиться. До той самой церкви из детства Ляны, в которой она когда-то проводила столько времени. Серенькая небольшая церквушка показалась на горизонте. В сердце девушки что-то ёкнуло. Столько лет прошло с тех пор, когда она в последний раз заходила сюда. Она не посещала этот божий храм со смерти бабушки. Именно тогда люди стали тыкать в нее пальцами и называть ведьмой. Сможет ли она сейчас переступить порог? Не выгонят ли ее оттуда? Сильная боль пронзила сердце. Это была ее детская обида. Доехав до места, она еще какое-то время ждала Мэри. Ей было страшно заходить одной внутрь. Там стояла тишина, все двери и ставни были открыты. «Ух, ну и прогулка, обратно пойдем пешком». Мэри наконец нагнала свою спутницу и неуклюже спешилась. «Ты иди, я сейчас отдышусь и зайду». Лиана пошла вперед, задержалась на пороге, но все же зашла. В нос ударил запах благовоний. Старинные иконы хорошо освещались свечами. На главной стене располагалось распятие Иисуса Христа, под которым стояло множество лампадок. Все так же, как и тогда. Те же скамейки, те же плохо побеленные стены, только тишина другая. Нет ни людей, ни хора и даже священника, нет ни души. Страх пробежал по спине, потом что-то прикосновение заставило ее даже визгнуть. Ляна обернулась и увидела Эдварда. «Прости, я тебя напугал?» Он взял ее за обе ладони и, нежно поглаживая пальцами, всматривался в это родное измученное лицо. «Я просто не ожидала. Тут совсем никого не было, а ты откуда? Где Мэри? Ведь мы приехали вместе». Его руки были такими теплыми, а поглаживание нежным, что девушка растаяла на мгновение. Она забыла об обещании держаться от него подальше и снова тянулась к нему навстречу. «Лиана, я люблю тебя и не могу без тебя жить. Ты понимаешь, что мучаешь меня своим отстранением?» Заговорил он тихо. Его голос был хриплым и пронзительным. Девушка сразу отошла от него и замотала головой. «Нет, молчи, не говори больше ничего, не хочу слушать. Неужели ты не видишь, что я тоже мучаюсь? Но наша любовь невозможна. Нам не надо видеться, мы все забудем». Она рванула к выходу, но сильные руки поймали ее. «Нет, ты никуда больше от меня не убежишь», – заревел Эдвард зверем. Девушку оставилась его глаза. Видно было, как в них бурлит вся его кровь. Она поняла все его чувства, прочла его измученную душу. Ей становилось нехорошо. Она не хотела его обижать, его самого дорогого человека на свете. «Ты послушаешь меня. Я люблю тебя безумно. Ты мое помешательство, ты моя колдунья. Я не смогу жить, если ты сейчас убежишь и не выслушаешь. Если причина, по которой мы не можем быть вместе, это твое происхождение, то знай. Ты из семьи богатого и знатного испанского рода. Твой отец англичанин, тоже из хорошей семьи. И поверь, скоро я принесу всю твою родословную. Если только в этом причина, то она разрешилась, и ничто теперь нам не мешает быть вместе». Девушка стояла, широко раскрыв глаза. «Правда это или ложь?» – крутилась в ее голове. «Откуда ты это узнал?» «Мисс Молли рассказала Мэри, а я тебе. Ты ведь знаешь, что она знала твою маму, и они были дружны. Вот она и рассказала правду. Я обязательно найду твоих родственников, поверь мне». Девушка все стояла и не верила в происходящее. «Любимая моя, скажи хоть слово». Эдвард подошел вплотную к девушке. Его руки начали гладить ее спину, притягивая все ближе.
Она уже стояла в объятиях, наслаждаясь любимым запахом его тела. В голове был сумбур. Как на все это реагировать? Броситься ему на шею или убежать и подумать: он любит меня и не может без меня жить, так же, как и я. Что теперь? Все хорошо? Нет, не могу поверить. Все это крутилось в ее голове. Этот желанный мужчина просто стоял и смотрел на нее, дав время ей все осознать. И что, мы теперь можем пожениться? Сделает ли ей любимое предложение? Эдвард рассмеялся так искренне и звонко, что на какую-то секунду Ляна подумала, что он сошел с ума. «Святой отец, прошу вас, обвенчайте нас», пока эта глупенькая леди не передумала. Из-за ширмы для откровений вышел священник. Именно тот из ее детства. Только был он уже не так бодр, как раньше, и передвигался с трудом. Он сразу узнал девушку и подошел к ней, перекрестив. Она поняла, что он все слышал, он был здесь давно. Ей стало немного стыдно, и она раскраснелась, а потом посмотрела на Эдварда. Тот был доволен собой, он давно все подстроил. Она как птичка попала в западню. Но как ей хотелось этого, даже живя в клетке, но находясь рядом с ним, вот это истинное счастье. Я и так уже понял, что ваши чувства искренни, не вижу причин препятствовать вашему союзу. Поэтому в храме Господнем перед взором Иисуса Христа объявляю вас мужем и женой. Священник все говорил и говорил, но ни Ляна, ни Эдвард его уже не слушали. Они муж и жена, больше ничего не важно, только они и больше ничего не существует. Они оба стояли, смотря друг на друга, и родни, и любимей в целом не было никого на свете. «Что я пропустила? Вы что, поженились?» Мэри появилась изумленным лицом, но потом принялась всех поздравлять. Она искренне радовалась за подругу и брата, целовала и обнимала то Эдварда, то Лиану. «Мы теперь настоящие сестры, как это замечательно! Вот только я думала, что я первая выйду замуж, а я вот возьму тоже и убегу с Алексом, и нас нигде где-нибудь поженят». Немного раздосадованная, что не приняла участие в подготовке свадьбы, Мэри надула губки. Ведь Эдвард сам договорился со священником, а от Мэри требовалось только заманить Лиану в западню. «Ну что ты, не обижайся, у тебя скоро свой праздник, и время быстро пролетит, ты даже не заметишь». Эдвард обнял одной рукой сестру, другой уже жену, и они вместе поспешили домой. Всю дорогу он думал только об одном, как заставить день быстрее закончиться и уже ночью вступить в права мужа. Лиана ехала молча, только иногда улыбалась своему любимому. Все случилось так быстро, она до сих пор не могла прийти в себя. Теперь она замужняя женщина, а это значит, что они будут спать вместе. Опять этот страх напал на нее. Она знала, что Эдвард не сделает ей ничего плохого, но, вспомнив других мужчин, ей стало дурно. Она побледнела, руки затряслись. «Что с тобой, тебе нехорошо, Лиана?» Девушку подхватили нежные руки, и она провалилась в туман. Граф ходил по комнате из угла в угол, пока доктор проводил осмотр. «Молодой человек, вы мне мешаете, выйдите из комнаты». Но Эдвард не послушал, просто остановился у кровати и уставился в хрупкое создание, лежащее на ней. С девушкой все нормально, вот только и сердечко еле бьется. У нее бывали такие приступы. Эдвард махнул головой в ответ. Ей нужен покой, как физически, так и морально, никаких нервных потрясений. Я оставлю успокоительные сердечные настойки, которые она будет пить не один месяц. Эдвард все так же махнул головой и проводил доктора к двери. Потом вернулся и сел на колени возле любимой. Лиана открыла глаза и сразу заметила нежный взгляд с мокрыми следами. Как может такой сильный мужчина плакать возле кровати? Ее сердце бешено постукивало, к горлу подкатил ком. «Любимый мой, родной!» Она протянула к нему руки, и Эдвард лег рядом, сжимая ее в объятиях, шепча на ушко нежные приятные слова. Пока они были вместе, никто их не беспокоил. Ему уже было неважно, будут ли они ночью вместе, как мужчина и женщина, или нет. Главное, что они сейчас рядом, и это истинное счастье. Прошла неделя, пока Ляна поправилась. Она бы и раньше встала с кровати, но Эдвард держал ее чуть ли не силой, не выпуская из комнаты. Все время они проводили вместе, даже ели вместе на кровати. Он постоянно о ней заботился, иногда даже слишком оберегая.
Они разговаривали о всякой ерунде. Эдвард читал ей книги и рассказы. Когда приходила Мэри и Алекс, пытался быстрее их выпроводить, боясь, что они смогут ее чем-нибудь расстроить. И вот когда Лиане разрешили выйти на улицу, счастья не было предела. «Мэри, он совсем не разрешал мне вставать с кровати. Ты представляешь, как будто я больная». Лиана рассказывала свои проблемы подруге, а та лишь ехидно улыбалась. «Но он же очень переживает, и у тебя это не первый приступ, да и доктор сказал, что это может быть опасным». К ним подсела мисс Молли. «Как хорошо, что мужчины уехали по делам, а то я уже не могу от постоянного контроля. Потеплее оденься, выпей лекарства, укройся. Как все надоело, сама не знаю, как это вытерпеть». Девушки расхохотались. «Не поверите, я только что сама говорила об этом Мэри, а тут вы и та же история». Тут уже и Молли залилась смехом. Все трое они сидели радостными и счастливыми. У каждой в сердце царил покой и любовь. Эдвард с мужчинами вернулись под вечер. Они были немного выпившими. Поужинав и посидев в общей компании, Эдвард с Лианой пошли наверх. Она уже привыкла, что они спят в одной комнате, ведь пока она болела, он ни разу не приставал к ней, лишь обнимал нежными объятиями, в которых так хорошо спалось. Тут девушка заметила странные взгляды, и даже речь стала плавной и певучей. Что с ним происходит, никак не вылетало из головы. Она, как всегда, легла первой и укрылась одеялом. Потом в комнату вошел ее муж, на котором кроме халата больше ничего не было. Он поступью рыси подошел к кровати и остановился, любуясь красотой своей жены. Эта ночь принадлежала только им, как долго он ждал. Она лежала полностью прикрыта одеялом. Ее волосы, черные как ночь, были разбросаны по подушке. Лампа, стоящая на камине, издавала приглушенный свет. Ее фиолетовые глаза горели, как драгоценные бусины. Лиана от волнения прикусила губу, и для него это было знаком подойти ближе. Эдвард прилег рядом, облокотившись на руку. Его мысли уже давно были погружены в процесс раздевания. Девушка смотрела с осторожностью в эти затуманенные страстью очи. Она все поняла, ведь именно так он смотрел на нее во время их поцелуев. Но страх прошел, его не было, она словно завороженная потянулась навстречу искушению. Она тоже ждала их сближения, его губы завладели ее. Страстные нетерпеливые ласки вызывали дрожь во всем теле. Руки Эдварда скинули одеяло, оставив девушку без защиты. Его губы целовали ее шею, обжигая страстным пламенем. Руки скользнули к груди, сминая и стягивая ночную рубаху. Лиана сначала начала сопротивляться, но его поглаживания по нагому телу заставили успокоиться и отдаться в руки учителю. Все его прикосновения вызывали страсть. Она сама тянулась навстречу без стыда и смущения. Ей хотелось получить то, что все это время не давало ей покоя. Его руки опустились ниже на живот, а губы ласкали выпуклые соски, которые чувствовали иногда прикусывание, и это приводило к стону. Девушка ласкала его плечи и целовала руки. Ее желание с каждой секундой усиливалось. Почувствовав давление сбоку, она опустила руку и дотронулась до его богатства. Эдвард издал легкий стон и снова силой вцепился в сосок. Девушка продолжала изучать эту часть его тела, вводя по нему пальцами и иногда поглаживанием. Его заводила эта игра. Ей нравилось, как ее муж реагирует на ее прикосновение. Эдвард спустился ниже, его рука чуть раздвинула ноги и прижалась к холмику. Все внутри пульсировало. Лиана не могла совсем себя контролировать. Ей хотелось наслаждения, этого непонятного влечения. Она выгнулась навстречу, его пальцы плавно начали поглаживать влажную впадинку. Все защекотало, все слилось в единое напряжение, ожидавшее разрядки, но оно с каждым движением все усиливалось. Она все сильнее поглаживала его богатство, в нем горел огонь, но, понимая, что это ее первый раз, Эдвард из последних сил сдерживался, поражаясь, как искусно она в любовном деле. «Я люблю тебя, любимая, хочу тебя», — шептали его губы. «Да, Эдвард, я тоже», — стонала она, а он пристал над ней, распахивая халат. Как красив ее муж, его литые мускулы все напряглись, тело горело и манило к нему прикоснуться.
Лиана приподнялась и сама начала его гладить и ласкать, наслаждаясь его горячим телом. Он страстно повалил ее на кровать и залез сверху, раздвинув ей ноги. Потом стал жадно целовать в губы. Почувствовав давление, девушка напряглась. «Я люблю тебя». И резкий толчок принес острую, но недолгую боль. Губы ни на секунду не останавливали в своих ласках, приглушая ее. Потом не сильные, но повторяющиеся толчки снова вызывали напряжение. Ее муж тяжело дышал. Где-то в глубине появилось нарастающее катание, которое мурашками разлилось по всему телу. Лиана начала метаться по подушке, сжимая его спину ногтями. Его стоны довели его до экстаза, и его вулкан с накопленной лавой взорвался. Он тоже застонал, а потом обессиленно упал рядом. Через секунду он притянул к себе жену, покрывая спину поцелуями. Он нежно сжал своей ладонью упругую грудь. Лиана была усталой и измученной. Ее муж высосал из нее все силы, предварительно подарив неописуемые чувства. Ласки, страсти, любви и нежности. Она точно знала, что он самый нежный и искуситель на свете. «Я люблю тебя, муж мой», – девушка провела по его нагому телу рукой. Его мускулы напряглись, а глаза снова заискрились. «Ненасытная ты моя жена, тебе немного надо отдохнуть». Его губы растянулись в улыбке. Пролежав еще какое-то время и одаривая друг друга комплиментами и ласками, они наконец уснули. Прошло время, или можно сказать пролетело. Эдвард и Рианна вернулись в Англию и поселились в деревне. Мэтью они усыновили. Мэри занялась общественной деятельностью, взяла под свою опеку несколько приютов, и никто не мог с ней спорить. В каждой конторе все делалось под ее чутким руководством. Ее упорству позавидовал бы любой мужчина. И вот они, семья Эверестов, поздравляет с венчанием Мэри и Алекса. Сначала, конечно, они присутствовали на свадьбе мисс Молли и ее уже супруга доктора Хорта. Теперь и Мэри стоит такая красивая в белоснежном платье. Эдвард держит свою довольно округлившую жену Лиану под руку. Мэтью бегает с букетом цветов и тоже поздравляет новобрачных. Сколько всего должно было случиться с этими заблудшими и потерявшимися душами, чтобы, наконец, они обрели друг друга. И такой хороший был конец. А может, не конец? Лиана родила дочку 21 мая 1830 года. Конец.